Друзья, привет! Я продолжаю гайд по моду Industrial Craft Experimental. Итак, в прошлом видео мы рассмотрели виды энергии, значит, и как производить энергию, как ее трансформировать в другие виды, как ее хранить, передавать. Окей, допустим, у нас есть энергия. Теперь, внимание, вопрос, да, что с этой энергией нам дальше делать? Значит, естественно, энергия является необходимым элементом для того, чтобы наши механизмы функционировали. Кроме того, с помощью электрической энергии мы можем производить материю. Как мы помним, например, на версии 1.4.7, да, у нас материя такая была, как желейка такая твердая, и из нее мы, соответственно, могли крафтить определенные там предметы по рецептам. Здесь логика немного другая. Значит, вот у нас также, соответственно, из энергии крафтится материя. Вот она у меня поступает, соответственно, вот в эти приборы. С помощью утилитария это у меня катализатор для производства материи. Ну, так же, как, в принципе, на 1.4.7, чтобы материи было больше. Завод утиля, кстати, у меня здесь есть. Если интересно, как он функционирует, пишите в комментариях. Я сделаю отдельное видео про завод утиля. Итак, значит, также у нас есть генератор материи, он производит материю. Однако, в этой версии материя у нас жидкая. Дальше, значит, материю эту я с помощью такого вот выталкивателя жидкостей, про модуль я тоже отдельное видео сниму, расскажу, как ими пользоваться. Значит, с помощью такого вот жидкостного выталкивателя я выталкиваю материю в соседние эти приборы. Это репликатор. И здесь тоже репликатор. Значит, что это такое? В репликаторе мы выбираем, соответственно, то, что мы хотим скрафтить. Это могут быть всякие слитки, иридий, например, золотая руда и много еще чего. То есть на самом деле с помощью материи здесь, вот в этой версии, можно крафтить просто огромнейшее количество предметов. Для того, чтобы скрафтить какой-то предмет, мы должны для начала его просканировать. То есть здесь не какие-то конкретные рецепты мы выкладываем, а мы должны просто сканировать. Для этого берем такой вот сканер, кладем сюда нужный нам предмет, и через какое-нибудь время, там что-то порядка 2 минут, у нас, соответственно, отсканированный предмет исчезает. Обращая на это внимание, да, то есть будьте осторожны. То есть если вы иридий сюда кладете, этот иридий пропадет. Будьте к этому морально готовы. Кроме того, вам рядом, нужно запитать, естественно, электрической энергией сам сканер. Кроме того, рядом обязательно нужно поставить хранилище шаблонов, потому что отсканированный, соответственно, предмет должен сохраниться в хранилище шаблонов. Вот здесь вот появляется, вот у меня здесь 15 предметов. И здесь еще, кстати, вот показано, какой расход будет у нас для крафта того или иного предмета. И, соответственно, рядом мы ставим репликатор. То есть логика такая: сканер, потом хранилище шаблонов, то есть из сканера сюда попадает. И, соответственно, рядом ставим репликатор. Репликатор уже из хранилища шаблонов получает информацию о том, какие у нас крафты есть. Выбираем нужный нам крафт. Вот, например, не знаю, какой-нибудь слиток. Красная пыль. Дальше. Либо одиночный запуск, это вот один предмет мы запустили, он произвелся, либо запускаем, и он будет бесконечно генерить, пока у нас, соответственно, пока мы не отключим. Ставим стоп, все, у нас прекращается крафт. Вот, пожалуйста. Так, окей, значит, я сказал про то, что здесь практически любые предметы можно, соответственно, просканировать и производить. Но есть один нюанс, запомните, что, допустим, какие-нибудь слитки, какую-нибудь руду производить достаточно выгодно. То есть расход не очень большой по материи. Однако, если вы попытаетесь, например, иридий, там тоже дорогой, но, к сожалению, альтернатив особой нет. Есть еще вариант крафтить в молекулярном преобразователе, но там все зависит от версии, то есть в нем в старой версии было выгоднее производить, то есть здесь 120 миллибарль требуется материи, там требовалось 100. В обновленной версии там уже требуется, по-моему, что-то порядка 130 или 150, то есть уже стало в молекулярном преобразователе не так выгодно производить иридий. Поэтому из материи в данной конфигурации, в данной сборке у меня на сервере получается выгоднее все-таки здесь вот репликаторе получать. Вот у меня, видите, здесь у меня отдельно два репликатора, один производит у меня иридий постоянно, а другой накапливает материю, я могу какие-нибудь другие ресурсы производить. Но есть множество предметов, которые крайне невыгодно производить с помощью материи.
Например, ну, это практически все какие-то ресурсы, которые, ну, которые, не знаю, типа продукции какой-то, например, скажем, говядина, пшеница, какие-то естественные такие продукты. Или, например, дуб. То есть такие продукты производить с помощью материи крайне невыгодно. Огромнейшие просто затраты, они себя не оправдывают. То есть, если вам нужно дерево, лучше постройте какую-нибудь ферму. Там на Forestry или на Ender.io. Если вам пшеница нужна или какие-то естественные продукты, тоже строите мобофермы, какие-нибудь фермы. Это будет намного более выгодно, чем с использованием материи, потому что затраты просто колоссальные, просто сумасшедшие. Ну, я думаю, вы сами убедитесь, если это попробуете сделать. Вот. Что выгодно производить? Любые виды руд практически тоже выгодно. Алмазы, ну, более-менее приемлемо, если у вас нет альтернативы. Алмазы я рекомендую с помощью пчел получать. Вот, в принципе, булыжник здесь дешевый, песок дешевый, можно тоже производить. Ну, хотя нет, насчет песка я не уверен. Песок здесь, по-моему, достаточно затратный, да. Лучше произвести булыжник, а потом подробить песок. Это будет намного более выгодно. То есть здесь самое выгодное это вот всякие слитки. Слитки, руда. Вот это уголь, в принципе, приемлемо. Красная пыль нормально. Что еще? Вот светопыль, к сожалению, здесь невыгодно производить. Запомните, светопыль нужно получать другим способом. Лазурит тоже. Лучше другим способом. Здесь невыгодно. Вот. Но если вы наведете, вы увидите сами, сколько там тратится. Здесь, допустим, 44 миллибарреля. Это не так уж мало. Уран тоже достаточно дорогой. Но альтернатив особо нет. Свинец не дешевый, увы. А вот, допустим, какой-нибудь слиток, там всего 1 миллибаррель. То есть, в принципе, приемлемо. Железо, там железное, кстати говоря, что интересно, если вы произведете закаленное железо и будете его здесь производить, по расходам, смотрите, вообще одинаково. Это, кстати, очень говоря, выгодно. Вот потому что такое закаленное железо в Industrial Craft Experimental получить не так уж и просто. Там целая схема, которую, наверное, я тоже покажу. Вот. Ну вот, соответственно, я вам показываю сейчас те крафты, которые более-менее здесь выгодно, значит, получать. Соответственно, с помощью жидкой материи. Все остальное нужно какими-то другими альтернативными способами, в том числе шерсть, например. Хотя вот в прежних версиях было выгодно производить шерсть, стекло и прочее. Здесь, увы, не так. То есть здесь в основном слитки. Так, что еще здесь показать? Да, кстати, такая фишка недавно заметил. Вот, допустим, у вас отсканировался, например, иридий, а вы решили куда-нибудь перестановку сделать. Что делать? Чтобы при, допустим, перестановке не потерять этот крафт, чтобы снова иридий не сканировать, можно воспользоваться кристаллом памяти. Такой вот есть кристалл памяти, он используется как компонент крафта в некоторых предметах. Также его можно скрафтить. Вот, это уже обработанный, есть необработанный. Но у меня это все производство уже записано. Сейчас мы подождем немного. И этот кристалл у меня появится в системе. Так. Он обрабатывается. Вот он появился, кристалл памяти. Его можно использовать для записи, например, шаблонов. Хоп. Там, не знаю, сейчас посмотрим, что записать. Ну, давайте уголь. Раз. Все. Импорт, точнее экспорт в кристалл. Мы записали в кристалл, соответственно, уголь. Информацию об угле. И дальше мы можем перенести. То есть, либо игрокам продать, например, либо себе куда-нибудь другое хранилище записать. Вот выбираем. Вот у меня тут тоже, кстати, кристалл с иридием информации. Раз. И, соответственно, импортируем. Хоп. И, по идее, здесь у нас появилась вот информация об иридии. Об иридии есть, либо об угле. Такой крутой лайфхак тоже. Если вы хотите с игроками информации о шаблонах обменяться. Например, у вас нет иридия, да? Пошли к игроку, там договорились, соответственно, записали на кристалл эту информацию. И, пожалуйста, у вас это будет. Вот. Вот, все, что про материю основное я рассказал, а в следующих видео уже про механизмы. Спасибо за просмотр, если было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. Вот, жду вас в следующих видео, спасибо, пока.